Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим свекольный хлеб на закваске. Сначала запекаем в духовке свеклу и 5 зубчиков чеснока. Я взяла 2 небольшие свеклы, запекала в фольге вместе с чесноком 1 час при температуре 200 градусов Цельсия. Далее овощи перекладываем в блендер и измельчаем в пюре. Пюре перекладываем в тарелку и остужаем. Нам понадобится 140 грамм. В миску просеиваем 370 грамм пшеничной муки высшего сорта. Добавляем 150 грамм закваски на пике. Пропорции для нее я оставила под видео. – 140 грамм свекольного пюре. Вливаем 150 грамм воды. Соединяем ингредиенты до полного увлажнения муки. На этом этапе можно отрегулировать консистенцию теста. Если оно сухое, добавьте воды. Если жидкое, то добавьте немного муки, но не забивайте тесто мукой. Миску накрываем, оставляем тесто отдохнуть 30 минут. Теперь добавляем 7 грамм соли. Вмешиваем соль в тесто, вымешиваем его окончательно, около 10 минут. Тесто должно оставаться липким и, как видите, оно не окрашивает руки. Округляем его, кладем в миску, смазанную растительным маслом. Накрываем, оставляем на ферментацию на 40 минут. Теперь тесто необходимо вытянуть и сложить. Накрываем, оставляем на 1 час. Вытягиваем и складываем тесто во второй раз. Оставляем на брожение еще на 1 час 40 минут. После стол припыляем мукой, выкладываем тесто. Формуем заготовку, у меня будет овальная.
Заготовку кладем в расстоечную корзинку швом вверх. Корзинку необходимо припылить рисовой мукой. Если нет рисовой, берите пшеничную. Накрываем, оставляем для подъема при комнатной температуре на 1 час. Или убираем на холодную ферментацию на 12-14 часов. После чего аккуратно переворачиваем тесто на пергамент. Надрезаем. Переносим в раскаленный казан, накрываем крышкой и отправляем в заранее разогретую до 240 градусов духовку. Через 10 минут убираем крышку, температуру снижаем до 210 градусов Цельсия и допекаем хлеб еще 25 минут. Готовый хлеб остужаем на решетке. Всем удачной выпечки, до новых встреч на моем канале.